Итак, палочка, футболка, термокомплект, полотенце, рюкзак, духовный наставник. Я, пятница, вечер, и весь этот вот нехитрый набор может означать только то, что завтра мы куда-то собираемся. Но только в этот раз мы едем не одни. И в этот раз с нами едет вся наша толпа. Вот она вся стоит. И палочка работает сегодня на толпу. Так, нам надо общее заклинание. 3-4. Погнали! Хлеб, собака, яблоко, зеленые трусы. Неси нас, палочка, в город Черновцы! Поселить в Черновцах 8 человек оказалось огромной проблемой, но я с ней справился. Жить будем в этом шикарном таунхаусе. Огромная гостиная, 3 этажа, несколько санузлов, 4 спальни, большой балкон, и все это будет наше как минимум на одну ночь и за цену, сравнимую с какой-нибудь средней гостиницей в Черновцах. С гостиницами, кстати, в Черновцах довольно-таки большая проблема. Также под лестницей здесь была комната. И угадайте, кого я ожидал там увидеть. Да, явно не фильтры для воды. Здесь же есть небольшая кухня и большая гостиная. В общем, дом зачетный, всем очень понравился. Так как завтра у нас было много планов, мы решили поужинать и лечь спать. Давай, готовим. С проездочком дом. Начало нашего бюджетного. Начало відпустки. Роли припаркованы. Будьмо. Обстановка с утра была веселая и суетливая. Аня довольная. Я уже в машину сразу. Леха уже сразу в машину. Народ на балконе пытается чилить, но получается это не очень хорошо, потому что в 9 утра у нас первая экскурсия. Поэтому я варю кофе, Вика нарезает бутерброды, а Люся, как всегда, боится камеры. Так, мы приехали в центр. Значит, решили тут как культурные люди припарковаться. Пошли в паркомат заплатить, но здесь, оказывается, на выходных бесплатно стоять. Да, тут полно всяких шняжек. Вот, например. Да и вообще, ощущение, как вроде ты во Львове. У нас сегодня по плану большой экскурсионный день. И начинаем мы его с обзорной экскурсии по старому городу. И из интересного у нас будет самый крутой и самый харизматичный гид в Черновцах. А вот, кстати, и наш гид. Делает вид, что нас не видит, но мы-то все равно знаем, что он здесь есть. Доброго дня! Добрий день! У 9-му році самі люди спалили ту фортецю, навіть не чекали, і перебрались на цей берег прута, сказали, та ну його, І тут формується вже після Черного це поселення, друга половина 13 століття, яке починають називати Чернівці. От вам вірна теорія походження назви Чернівці. Как и основная масса городов Западной Украины, Черновцы начинаются с ратуши. Но здесь есть своя фишка. У дощ, спеку, мороз та сніг Микола Блищук не має вихідних та кожного дня близько опівдня приходить до ратуші, щоб піднятися на вежу та заграти легендарну мелодію. Основоположником данной традиции был Василь Козак, который с 2004 года каждый день исполнял Маричку в 12 часов на ратуше. После его смерти в 2018 году его заменил Микола Блищук. Цей будиночок за проєктом молодого архітектора Губерта Гестера і переважно в тому стилі сецесії будуються будинки у Відні, в околицях Відня. Ну і трошечки в Чернівцях, так як Чернівці, тож маленькі діти. Большую Вену я не видел, поэтому поверю гиду на слово. Но дом реально очень выделялся и выглядел совершенно не по-украински. Изначально дом строили для банка. Здесь сейчас музей. Кроме кованых элементов и скульптур, в глаза сразу бросается панно. Оно очень красивое, сделано из керамики и изображены на нем 12 богов Олимпа, олицетворяющие собой 12 ключевых провинций того времени. Как оказалось, в Черновцах даже обычный гидрант имеет свое место в экскурсии. Герб нашого міста. Він не повністю точно переданий в формі геральдичного щита, але тут ми бачимо в'їзна брама, символ відкритості міста до торгівлі і співпраці з цеглинами, і 2 лаврових гілки під низом, символ слави.
А вот и первый дом с главной улицы Черновцов. Красивий? Так от, перша кав'ярня у Чернівцях була відкрита, на жаль, не в цьому році. Але на цьому місці. А так как в Черновцах и в Каменец-Подольске начали пить кофе лет на 50 раньше, чем, например, в Центральной или Восточной Украине, это место запечатлено на многих открытках как достопримечательность. Сейчас в этом доме расположен пенсионный фонд. И есть неофициальная информация, что он входит в 5 самых красивых пенсионных фондов мира. А вот и главная улица Черновцов, улица Ольги Кобылянской. Раньше она называлась Панская, потому что жили тут и гуляли тут в основном богатые люди. А это очень интересная реализация самостоятельных экскурсий. Везде стоят указатели и QR-коды. Если его отсканировать, узнаешь информацию о месте. Аня вот решила все сразу узнать. Вот как это все выглядит, вся информация, кто сделал, когда сделал, зачем сделал. А это был элитный и очень дорогой дом отдыха для местных панов. Из интересного хочу отметить вот эти флаги сверху. В минулому році виставили ці прапори, це як така подяка побратимам, бо вони допомагали аптечками, автомобілями, гуманітарною допомогою, все інше. І тут є, тому тут Мангайм, Сучава, Саскатун, Ясі, Кишинів, Конін, Мес, Назарет, Солт-Лейк-Сіті у Сполучених Штатах Америки. Словом, оці всі прекрасні міста побратими ви бачите тут перед собою. Вдоль всей улицы с двух сторон идет вот такая вот интересная темная плитка, на которой написано «Черновцы» на 7 языках. По улице было расположено много всяческих инсталляций, которые рассматривать можно было долго, но я покажу самые значимые. Вот, например, карета, которая является одной из 11 стальных инсталляций в Черновцах, которые на День города создает общество кузнецов-черновцов. Установлена она возле ЗАГСа, на ней фотографируются молодожены и слушают вот этот вот оркестр, который играет здесь каждые выходные. А вот еще один подарок от того же общества кузнецов. А символизирует этот арт-объект дворника, который во времена правления Австрии мыл эту улицу теплой водой с мылом, а подметал, смотрите чем, букетом роз. Потом нам показали местный органный зал. Его особенность в том, что раньше это была армянская церковь. И если ты армянин и у тебя есть свой армянский священник, ты можешь на выходных воспользоваться ею для своих христианских дел. Ну а мы идем дальше. Пам'ятник героям Буковинського куреню встановлений 8 травня 1995 року за ініціативою Товариства Український народний дім у Чернівцях. На памятнике Архангел Михаил в украинской вышиванке. В одной руке он держит копье, в другой щит. На щите первая заповедь українського націоналіста. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. То, що ви бачите, оті всі бачите, там далеко ті будинки, навіть там правіше, оті такі села, оті, от бачите? Так, так. То не села, то Чернівці. То не села, то лівий берег. Здесь мы подошли к еще одному легендарному месту в Черновцах. Это дом-корабль. Про этот дом есть несколько легенд, которые я рассказывать, конечно же, не буду. От себя скажу, дом выглядит интересно, он не относится ни к какому архитектурному стилю, и хоть он и культовый, но внутри него обычные квартиры. А этот памятник является подарком городу на его 600-летие от Яна Табачника. А вот очередная туристическая изюминка. Самые старые солнечные часы в Западной Украине. Часам 150 лет, но сейчас, как и тогда, солнце отсчитывает на них время по Вене. Далее нам показали площадь филармонии. Так как в Черновцах музыка это практически религия, это очень значимое место. А вот и сама филармония, которая стоит здесь ни много ни мало с 1897 года. На этой же площади стоит здание, которое 120 лет назад было самым крутым отелем Черновцов. Отелем, который имел в регионе первое лифтовое хозяйство. Это был отель «Бристоль». Как это ни странно, но сегодня в этом крутом здании в самом центре располагается всего лишь общежитие мединститута. Тут же на площади стоит интерактивный памятник пианисту-виртуозу Ференцу Листу. И теперь каждый желающий в Черновцах может послушать венгерскую симфонию номер 2 и потереть на счастье нос орлинного профиля этого композитора. Виступав 2 концерти в Чернівцях, там виступаючи в ресторані готелю Молдова. Взагалі-то то мав бути 1 концерт і все, але обережно, будь ласка. Крайней точкой нашей экскурсии был Черновицкий драматический театр. В сам театр мы не ходили, потому что это настолько интересное место, что в него существует полуторачасовая стандартная экскурсия. Поэтому узнали мы о нем только то, что у него есть брат-близнец в немецком городе Фюрт. Также на театральной площади находится своя аллея звезд.
Звезды здесь посвящены выдающимся буковинцам. На сегодняшний день здесь 44 звезды. Здесь можно найти Софию Ротару, Назария Еремчука, Яна Табачника и других. Около 3 часов была экскурсия. Было все круто. Александр, я думаю, предлагает поесть борщику. Да, дуже хочеться смачненького борща. Добре. Ну и гид нам предложил зайти вот сюда. В планах у нас знакомство с национальной кухней. И сейчас нам порекомендовали ресторанчик. И сейчас все будут пробовать бограч. Ну, я-то пробовал, а те, кто не пробовал, будут пробовать первый раз. Так, бограч нам принесли. Сейчас Александр нам начислит хреновухи. Хватает их, кто хочет по полтосика. Давайте, за нас. Что я люблю всегда в Западной Украине, это то, что здесь можно зайти в любой ресторан и поесть, ну, по сравнению с Днепром, очень дешево. И вот мы умудрились восьмером пообедать на целых 1235 гривен. То есть в Днепре, я думаю, мы смогли поесть вдвоем. Как бограч. Суперский. После обеда у меня была запланирована экскурсия в Черновицкий университет, он же Буковинский Хогвартс. Так как пользование дронами сейчас запрещено, пришлось это видео взять на ютубе. Красота здания поражает. Краденое видео вот сообщает нам, что это один из самых старых институтов в Украине, основан в 1875 году. От себя могу добавить, что подобных сооружений никогда не видел. А всего за 60 гривен можно еще попасть внутрь с экскурсией. Я хотел заказать приватную экскурсию, но в этот день был только один экскурсовод, поэтому мы идем в составе экскурсии 70 человек. После осмотра двора первая локация, которую показывают, это мраморный зал. После мраморного зала показывают синюю комнату и красную. В синей смотреть особо нечего, потому что она реконструирована, а вот красная была красивая и аутентичная, и этот потолок помнит еще австрийских королей. Раритетные зеркала здесь содержат 5 слоев серебра, что можно увидеть с помощью фонарика. И весь народ незамедлительно стал в очередь, чтобы проинспектировать этот момент. Доказывает это 5 последовательных отражений фонарика. Это вид на улицу из красной комнаты. А это ботанический сад, который уже 2 года закрыт для посещения туристам. Следующим объектом посещения является церковь. И да, вы не ослышались, при университете есть церковь. А все потому, что строился этот университет именно как духовная семинария. Выглядит все дорого-богато, много мозаики, много росписи, красивый иконостас. А вот тот же самый иконостас, только при Советском Союзе. И стояла здесь раньше электронно-вычислительная машина Минск. Непонятно, пользуются ли церковью студенты, но активно пользуются желающие пожениться. В этой красивой арке мы снимаем Люсю, которая боится камер. Люсь! Здесь моя палочка набрала силы. Мы закончили в Черновцах. Пора передвигаться в следующую точку. Вот все уже стоят, ждут. Пока я достану палочку. Та-денч! Солнце, горы! Да, я забыл. Кофе, солнце, горы, зеленый огурец. Неси нас, палочка, в село Пилипец.